Из Беркута в ОМОН. Они лжесвидетельствуют на судах и участвуют в задержаниях мирных протестующих. Среди белорусских ОМОНовцев опознали бойцов Беркута, которые бежали из Украины от следствия. Это те самые уже бывшие сотрудники украинского спецподразделения, которые у себя на родине во время Евромайдана самым активным образом участвовали в подавлении протеста, в том числе и в самых кровавых событиях в феврале 2014 года. Они, кстати, причастны к издевательствам и убийству белоруса Михаила Жизневского. А теперь, возможно, именно они играют главную роль в устрашении и натравливании ОМОНа на мирных белорусов. Журналистам удалось узнать о как минимум 5 экс-сотрудниках Беркута, бежавших в нашу страну. Но на самом деле их число может достигать нескольких десятков. Естественно, все они незаконным способом получили белорусские паспорта, так как в ОМОНе могут служить только граждане Беларуси. То есть получается, что у себя на родине их считают преступниками и убийцами, а у нас в стране они находятся в почетном списке Лукашенко. Важно подчеркнуть, что мы ни в коем случае не оправдываем преступные злодеяния, совершенные белорусскими силовиками. Они тоже делают свою черную работу, без зазрения совести уже скоро понесут за это наказание. Интересно другое. Лукашенко так часто вопит о том, что в Беларуси не пройдет сценарий Майдана, при этом сам же пытается данный сценарий воплотить в реальность, нанимая на главные роли гастролеров из Беркута. Неужели белорусские силовики самостоятельно с подавлением протестов не справляются? Или система все-таки трещит по швам и нелегитимный пытается окружить себя головорезами, которым уже нечего терять и некуда деваться? Такие ведь точно готовы выполнить приказ любой ценой. ОМОН смеется с Лукашенко. В распоряжение инициативы «Байпол» попало видео, снятое на камеру силовика, охранявшего резиденцию Лукашенко на заграждении системы «Рубеж» во время августовских протестов. Речь идет о легендарном марше Новой Беларуси, во время которого самодержец взмыл в небо, к сожалению, не навсегда. События, которые происходили после триумфального возвращения на землю, развеселили даже карателей. Бойцы не могли сдержать смех при виде престарелого Рэмбо и его мини-версии. Что? Вооружил это сына до зубов. Пистолет, автомат, мать, короче. Тихо ты. Стоит отметить, что такая храбрость нелегитимным и его отпрыски проснулась только после того, как территория возле резиденции была очищена от протестующих. Но, как оказалось, не от всех. Приказ задерживать оставшихся женщин Лукашенко отдавал лично. Вдоволь намахавшись автоматом, узурпатор по кличке Восток растекся в благодарностях бойцам, которые надежно прикрывали его тылы, и пообещал, что в долгу не останется. Очевидно, он прекрасно понимает, что без верных цепных псов его режим не продержался бы и дня. Возмездие за убийство. Вчера ночью под Минском горел приусадебный участок, который принадлежит семье спортсмена из ближайшего окружения Лукашенко Дмитрия Шакуты. Пожар полностью уничтожил хозяйственную постройку и все, что в ней находилось. По уточненной информации, участком владеет бывшая супруга спортсмена, которая уже полгода с ним не живет. Женщина находится за границей и произошедшем узнала от соседей, сообщивших, что, вероятнее всего, это был поджог. Экс-супруга Шакуты отметила, что поскольку у нее осталась фамилия бывшего, люди могут подумать, что они до сих пор вместе, и это имущество принадлежит ему. Ольгу Шакуту возмутило, что кто-то мог совершить такой поступок, не узнав, как обстоят дела на самом деле. Также женщина подчеркнула, что для нее болезненная ситуация, которая происходит в Беларуси, и она сочувствует и соболезнует всем пострадавшим людям. Напомним, что Дмитрий Шакута стал известен как участник конфликта на площади Перемен, в результате которого погиб Роман Бондаренко. После того, как в сети появилась аудиозапись, указывающая на его участие в убийстве, кикбоксер покинул Беларусь и сейчас предположительно прячется в России. Тихановская возглавит страну. Около 4 миллионов евро для пострадавших от действий режима и 30 миллионов евро от Евросоюза для гражданского общества Беларуси. Таков итог работы Светланы Тихановской. Народный лидер приняла участие в заседании Комитета Европарламента, на котором стало известно о выделении помощи белорусскому народу. Деньги, предназначенные для поддержки независимых инициатив, СМИ, профсоюзов, малого и среднего бизнеса, частных медицинских учреждений, поступят в Беларусь уже в начале
следующего года. Тихановская от имени белорусского народа выразила благодарность еврокомиссару Оливеру Вархелі и призвала Евросоюз воспринимать Беларусь как партнера. Кроме того, сегодня народный лидер заявила, что наша страна уже вплотную приблизилась к периоду, когда людям из системы выгоднее сесть за стол переговоров, чем воевать с собственным народом. Светлана Тихановская готова возглавить страну в этот переходный период. Глупо бояться суток, когда наступает ГУЛАГ. Такой жизненной философии придерживается 60-летняя жительница Гомеля Светлана Солодкая, которая выходит на протесты, чтобы отстаивать свободу своей страны. В августе пожилая женщина и ее сын попали под дубинки карателей, получив серьезные увечья. Каким-то чудом им удалось избежать задержания. После случившегося мать и сын сняли побои и написали заявление в Следственный комитет, чтобы виновных в жестоком избиении привлекли к ответственности. Однако справедливого правосудия не произошло. В возбуждении уголовного дела было отказано, но следователи все-таки решили доказать, что зарплату им платят не просто так, и направили материалы дела в Гомельский РОВД, чтобы мать с сыном привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Женщина отмечает, что возможность отсидеть за правое дело ее не пугает, ведь рано или поздно она все же окажется на свободе в Новой Беларуси. Только вот каратели все не унимаются и продолжают дежурить у дома пенсионерки, пытаясь таким образом оказывать на нее психологическое давление. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, а также YouTube, Twitter и Instagram. Все ссылки мы оставим в описании к этому видео. Берегите себя и живе Беларусь!